С начала года прошло буквально 7 дней, а биткоин уже вырос на 8% и пробил уровень 94 тысячи долларов, хотя вспомните, с каким негативным настроением он заканчивал 2025, когда вера в рост умерла и все говорили, что началась медвежка. Конечно, более подробный разбор биткоина с целями на 26 год уже скоро выйдет, а вот сегодня я наконец-то выпускаю видео, которое я хотел еще сделать в прошлом году. И сегодня я вам расскажу, почему я верю в рост альтов в 2026. Да, друзья, этот ролик будет построен на том, что мы соберем абсолютно все зеленые катализаторы, которые способны оказать влияние на крипторынок в этом году. Само собой, главный упор будет на глобальную денежную перезагрузку, ведь ключевым фактором роста в каждом цикле была именно ликвидность, а с потенциальным снижением ставок не только ФРС, но и других мировых ЦБ, эта ликвидность способна идти вверх. Если посмотреть на вот этот график, мы увидим, что около 4 лет альты находились в нисходящем тренде по отношению к биткоину, но поскольку показатель достиг исторического дна, это приводит к тому, что рынок альткоинов способен сформировать активный разворот и легко зафиксировать 2-3 икса по базовым монетам. Тем более, когда сейчас есть ETF на тот же эфир, Solana, XRP и многие другие монеты, через которые в альты идет капитал от больших инвесторов. Поэтому сегодня разберем, повторится ли восходящий тренд по альткоинам, как это было раньше, что станет ключевыми бычьими факторами в 26-м, почему я верю в рост альткоина в этом году, и в конце я вам покажу свой экспериментальный портфель, который я собирал еще в октябре. Посмотрим, что с ним произошло. И кстати, если вы желаете, чтобы я сделал топ альтов на этот год, давайте соберем не меньше 1000 лайков. И в комментариях можете написать «хочу топ альтов», чтобы я понимал, что вам интересна данная тема. $10 за комментарий получает этот зритель. Вам приятного просмотра. Сегодня 7 января, так что всех с праздником, кто празднует. Ну а меня зовут Влад. Вы на канале Coin22. Мы начинаем. Итак, друзья, вопрос потенциального альтсезона очень часто задают именно в начале года. И, кстати, буквально вчера в моем телеграм-канале был опубликован вот такой подробный пост на эту тему. И мы позже будем об этом говорить. Но знайте, что вся информация максимально оперативно и раньше выходит именно в телеграм. Там все новости, отчеты, мои личные сделки, на которых мы с вами зарабатываем. И сегодня я выложу для вас большой календарь событий на январь, в котором собрал все важные даты месяца. Так что переходите, подписывайтесь, сохраняйте календарь и не пропускайте важные даты. Первое, что мы сегодня сделаем, это разберем причины роста крипторынка в этом году. Если рассматривать 2026 год профессионально, то рост крипторынка будет определяться не новостями и не эмоциями, а архитектурой денежной системы. В каждом сильном цикле крипта росла не потому, что в нее поверили, а потому что менялась стоимость денег, их доступность и структура спроса. В 2026 мы как раз таки можем попасть в эту точку. Первый и ключевой фактор – денежно-кредитная политика ФРС и ожидания по ставкам. Пиковое значение ставки в текущем цикле находится в диапазоне 5,25 и 5,5%, что стало самым жестким ужесточением за последние десятилетия. Исторически крипторынок не растет на этапе повышения ставок. Рост начинается в моменте, когда рынок осознает, что ужесточение завершено и впереди цикл смягчения. В 2026 базовый рыночный сценарий предполагает закрепление ставки в диапазоне 3,25 и 3,75%, что означает снижение на 1,5-2% от пика. Это принципиально меняет стоимость капитала. В 2019 году после начала снижения ставок биткоин вырос примерно на 95% за 6 месяцев. В цикле 2020-2021 годов на фоне ставок около нуля и масштабного стимулирования рост биткоина одна превысил 1200%. Да, учитывая текущую капитализацию, такие проценты мы не увидим, но сам факт роста ликвидности из-за снижения ставок ФРС уже выступает зеленым светом для биткоина. И та программа на 40 миллиардов долларов, которая сейчас подходит к концу, является только началом большого стимулирования, которое нас ждет впереди. Безработица растет, экономика также чувствует себя хорошо, а значит руки у ФРС полностью развязаны. Да, в январе возможно Пауэлл сделает паузу, в феврале у ФРС отпуск, но уже в марте снижение будет чуть ли не гарантированным. Но знаете, что еще? В мае придет новый глава ФРС. Им, вероятно, станет Кевин Хассет, который будет работать на политические очки Трампа. Ведь, напоминаю, в ноябре пройдут парламентские выборы, и Трамп с его ужасно низким рейтингом уже активно к ним готовится. Вот поэтому он захватил Венесуэлу, напоминает Дания Гренландии, ну и, конечно же, даст Хассету команду резать ставки, чтобы получить поддержку от бизнеса на выборах в ноябре. Зеленые рынки в преддверии выборов – это лучший способ одержать победу. И, как мы видим, крипта уже получает первые плюшки от этой политической игры Трампа. Второй фактор – глобальная ликвидность. Совокупный объем глобального М2 по ключевым экономикам оценивается в диапазоне 95-100 триллионов долларов. В 2025-м рост глобальной денежной массы находился в районе 4,3%, что было недостаточно для агрессивного роста риск активов. Однако в конце 2025-го фиксировалось ускорение. Ряд оценок указывает на рост глобального М2 примерно на 8% с начала года. Историческая корреляция между биткоином и глобальной ликвидностью находится в диапазоне 0,7-0,8%.
0,85. Каждые дополнительные 5% роста глобального М2 приводили к росту биткоина в среднем на 30-60%, с задержкой 3-6 месяцев. Если в 2026 году рост ликвидности закрепляется выше 6-8%, крипторынок получает фундаментальный, а не спекулятивный источник роста. Из первых двух факторов вытекает третий – структурный спрос через ETF. Появление спотовых крипто-ETF полностью изменило рыночную механику. Совокупные активы биткоин ETF уже находятся в диапазоне 55-65 миллиардов долларов, а общий оборот торгов превысил 2 триллиона долларов к началу 2026 года. В отдельные дни чистые притоки в биткоин ETF достигали 600-650 миллионов долларов. После халвинга эмиссия биткоина составляет около 3,125 тысячных биткоина за один блок, что дает примерно 450 биткоинов в сутки. При оценке около 90 тысяч это примерно 40-41 миллионов долларов нового предложения в день. Даже умеренные ETF-притоки в диапазоне 200-300 миллионов долларов в сутки кратно превышают дневное предложение. Это создает структурный дефицит, который отсутствовал в предыдущих циклах, и делает рынок гораздо более чувствительным к устойчивому притоку капитала. И как мы видим, сейчас приток капитала в ETF начинает возобновляться, а с улучшением денежно-кредитной политики ФРС капитал от фондов будет гораздо быстрее идти в биткоин через ETF. И в принципе это касается вообще всех ETF, как например эфира, Solana, а также XRP. Эти факторы уже привели к рыночной перезагрузке биткоина в начале этого года. Всего за первые 5 дней цена выросла примерно на 7 тысяч долларов, что привело к увеличению рыночной капитализации почти на 135 миллиардов долларов. В процентном выражении это около 8% за 5 дней, что для биткоина с его большой текущей капитализацией неплохие цифры. При этом движение сопровождалось агрессивным выносом шортов на 500 миллионов долларов в сутки, что стало крупнейшим объемом шорт-ликвидаций за последние 3 месяца. Это указывает на то, что рост был не только спотовым, но и усилен деривативным рынком. Примечательно, что именно 1 января рынок сменил характер движения. Давление продавцов, которое сохранялось в конце 2025 года, резко ослабло. По структуре торгов это выглядит как перезагрузка рыночного алгоритма, снижение постоянных продаж, уменьшение агрессивного предложения и более чистое ценовое движение, без системных проливов. Старт 2026 года показал, что спрос на биткоин сохраняется на высоком уровне. Быстрый рост цены, крупные шорт-ликвидации и восстановление структуры рынка создают условия для продолжения движения при условии закрепления выше уровня 94 тысячи долларов. Как мы видим, в начале года рынок наконец-то начал давать отличную возможность для заработка. И, конечно же, эту возможность не упускают участники нашей подписки Coin22 Pro. В первые дни года мы уже активно торгуем и получаем хороший результат. Мы делаем упор на лонги, заработали на скачке лайткоина после пробоя 83 долларов, также зашли лонги по Solana во время переворота 140 долларов в поддержку, и пока я записываю это видео, аналитики мне прислали отчеты по еще вот этим позициям закрытым в плюс. Попутно с трейдингом мы собираем и балансируем спотовые портфели на целый год, причем абсолютно под любой ваш депозит. Для новичков у нас есть полноценное обучение с нуля. Наше сопровождение и поддержка 24/7 за руку вас проведет по всем этапам работы, чтобы вы вышли в желаемый плюс. В общем, друзья, год начинается очень продуктивно. Если вы желаете не упускать возможность для заработка, которую сейчас дает рынок, приглашаю вас к нам в команду, где мы вам все покажем и расскажем. Так что пишите, ссылка есть в описании, а я продолжу разбирать зеленые катализаторы на этот год. Четвертый фактор, который нам стоит разобрать, это стейблкоины, как внутренняя денежная масса крипторынка. Капитализация стейблкоина в начале 2026 года находится в диапазоне 300-310 миллиардов долларов. Крупнейшая доля приходится на USDT, около 186 миллиардов долларов, и USDC, около 75 миллиардов. За прошлый год USDC показал рост около 70%, USDT около 35-40%. Это указывает на приток реальных долларов в экосистему. Исторически альтсезоны начинались не тогда, когда рос биткоин, а когда капитализация стейблкоинов увеличивалась более чем на 20% за полгода. Рост стейблкоинов означает накопление покупательной способности внутри крипторынка, которая затем перераспределяется сначала в биткоин и эфириум, а затем в более рискованные активы. Объясняю простым языком. Стейблы – это мост между фиатом, то есть обычными деньгами, и криптой. Проще говоря, когда растет капитализация стейблкоинов, это говорит о росте спроса на крипту и подготовке перехода капитала из стейблкоинов непосредственно в рынок. Эмитенты видят рост покупок USDT и USDC, увеличивают печать новых монет, чтобы покрыть спрос, а купленные стейблкоины в 90% случаев идут по спирали. Сначала в биткоин, потом в эфир и далее уже в альты. Поэтому данный катализатор нам точно стоит учитывать. Пятый фактор – ончейн экономика и восстановление DeFi. В начале года общий TVL DeFi оценивается примерно 125-130 миллиардов долларов. Для сравнения, исторический пик в ноябре 2021 года находился в районе 180 миллиардов долларов. Суточные объемы DEX торгов находятся в диапазоне 13-15 миллиардов долларов. Это говорит о том, что инфраструктура уже восстановилась до устойчивых уровней, но все еще
еще не вернулась к экстремальным значениям прошлого цикла. Исторический рост TVL на каждые 30 миллиардов долларов сопровождался ростом DeFi токенов на 80-150%. Важно, что в этом цикле рост TVL идет не только за счет спекуляций, но и за счет DEX, рестейкинга, RVA, а также институционального ончейна. Сейчас мы видим активный рост интереса к стейкингу, особенно по эфиру, поскольку очередь на вход по стейкингу впервые за долгое время превысила выход. Тот же Том Ли отправил в стейкинг эфир уже на 2,5 миллиарда долларов и явно не собирается останавливаться. Плюс к этому рост токенизации, и мы получаем катализатор в виде роста DeFi. А если вы хотите узнать мой топ монет этого сектора, пишите в комментариях. Шестым фактором выступает регулирование. В 26-м рынок будет внимательно следить за тем, что происходит в Вашингтоне, потому что следующий этап это уже не запретят, а как именно разрешат и по каким правилам. По данным DL News, в 26-м ключевыми станут структура рынка, внедрение и практика вокруг стейблкоин закона Genius Act. Плюс обсуждается и налоговый блок. И отдельно подчеркивается, что слушания по рыночной структуре могут пройти уже в январе. А дальше прогресс может зависеть от политического календаря, включая выборы в парламент в ноябре. Почему же это катализатор? Потому что понятное правило, равно банки и фонды меньше боятся репутационных рисков, а значит они спокойнее могут заходить в рынок. И соответственно приток потенциальной ликвидности только растет. Так что будем следить за анонсами от Белого дома и SEC касательно новых правил регулирования криптовалюты на американском рынке. Седьмым катализатором выступает усиление корпоративного и квазигосударственного спроса. На балансах публичных компаний уже находится около 300 тысяч биткоинов, что составляет примерно 1,5% циркулирующего предложения. Потенциальный рост этого показателя в 2026 году выше полумиллиона биткоинов. Даже дополнительная покупка 100 тысяч биткоинов эквивалентна примерно 220 дням новой эмиссии, что усиливает дефицит предложения и снижает давление продаж. В сухом остатке 2026 год это не история про случайный памп. Это год, в котором рост крипторынка будет определяться конкретными числами. Ставкой ФРС до 3%, ростом глобального М2 выше 6%, капитализацией стейблкоинов, снижением доминирования биткоина и устойчивым ростом притока капитала в ETF. При совпадении этих условий рынок входит в фазу полноценного криптоцикла, где рост становится не исключением, а следствием математики и ликвидности. А теперь, друзья, давайте перейдем к вопросу, почему я верю в рост альткоинов в 2026 году. Сразу небольшая ремарка. Я не ожидаю именно альтсезон, который был раньше, на 1000%, ведь это был другой рынок, и те же монеты показать такой результат больше не смогут, в связи с разлоками, размыванием общей капитализации, новыми проектами и отсутствием такого объема ликвидности. Но потенциальный рост на 2, 3, 5 иксов по отдельным монетам – это вполне реалистичный сценарий. Если посмотреть на рынок не эмоционально, а через призму циклов, становится понятно, что альтсезоны никогда не начинаются случайно. У них всегда есть четкая структура и повторяющийся сценарий, о котором большинство забывает в моменты затяжного боковика. Исторические циклы альткоинов стартуют после того, как вот эти два индекса достигают дна, а затем пробивается нисходящий тренд. В четвертом квартале 2016 года на графике соотношения капитализации альткоина к биткоину сформировалось дно, после чего произошел прорыв. И уже первый и второй кварталы 2017 года превратились в мощную фазу роста альткоинов. Ровно та же модель повторилась в четвертом квартале 2020 года. Соотношение капитализации альтов к биткоину снова достигло дна, потом оно вышло из нисходящего канала, и в первом-втором квартале 2021 года рынок увидел один из самых сильных альтсезонов за всю историю. В обоих случаях последовательность была одинаковой. Сначала формирование дна, затем прорыв, и только после этого альткоины начинали системно обгонять биткоин. Теперь посмотрим, где же мы находимся сейчас. Уже в контексте 2026 года. Индекс находится в нисходящем тренде почти 4 года подряд, что само по себе является экстремально редкой ситуацией. Индекс RSI по этим парам находится в самой перепроданной зоне за всю историю. MACD начинает разворачиваться в зеленую зону после примерно 21 месяца давления, формируя потенциальное бычье пересечение. Все это указывает на то, что нисходящий тренд, скорее всего, сформировал дно в четвертом квартале 2025 года и сейчас находится в непосредственной близости к прорыву. Текущая структура рынка очень напоминает именно те периоды, которые мы видели непосредственно перед прошлыми крупными взлетами альтов. Дополнительный важный сигнал приходит с фондового рынка, а именно с вот этого индекса. Данный индекс отражает склонность инвесторов к риску, поскольку включает малые и средние компании. В конце 2016 года он пробил свои ключевые уровни первым, и уже в 2017 году альткоины последовали за этим движением. В конце 2020 года ситуация повторилась. Индекс вышел на новые максимумы, а в 2021 году последовал мощный рост альткоинов. Сейчас мы видим аналогичный прорыв, который произошел в четвертом квартале прошлого года. Единственное отличие, в этот раз движение было отложено примерно на 1 год, и здесь важно понять, почему этот цикл выглядит запоздалым. Многие ожидали начала альтсезона еще в 2024 году, но ключевых условий для этого просто не было. Баланс ФРС продолжал сокращаться, ликвидность оставалась зажатой, а склонность к риску была очень низкой. Эти примеры начали реально улучшаться только ближе к концу 2025 года, поэтому цикл был не сломан или отменен, он был просто сдвинут по времени. Если собрать картину целиком, то на текущий момент мы имеем сразу несколько совпадающих факторов. Дно по соотношению альтов к биткоину, которое сформировалось в четвертом квартале
квартале 2025 года прорыв индекса малокапитализированных компаний, условия по ликвидности начинают постепенно улучшаться, а 2026 год может принести большую ясность в регулировании крипторынка. Ничто из этого не дает нам стопроцентной гарантии альтсезона, но исторически именно при таком совпадении факторов альты входили в фазу масштабного роста. Именно поэтому Новый год все чаще начинает выглядеть как потенциальный год альтов, а не продолжение затяжного боковика. Теперь, друзья, давайте я вам покажу, что происходит в моем экспериментальном портфеле, который мы собирали еще в октябре, во время того самого обвала. На текущий момент по этому портфелю мы видим общую просадку около 6%, что для крипторынка является абсолютно рабочей и несущественной коррекцией. С учетом волатильности сектора, такой результат находится в пределах нормы, и он не выбивается из рамок, превышающих огромный риск. При этом ключевым драйвером портфеля остается XRP. Именно он продолжает тянуть портфель вверх и сдерживает общую просадку, ведь за последнюю неделю XRP прибавил около 20%, что заметно компенсирует слабость по другим позициям. Кстати, на таких скачках монет я стараюсь открывать сделки и торговать, и делаю это через своего официального партнера BitGet, который всем активным трейдерам раздает кучу крутых бонусов. Можете проверить лично по ссылке в описании. Но самые сильные просадки по портфелю наблюдались в середине декабря. В пиковые моменты снижение превышало 20%, что в денежном выражении превышало $30 тысяч. Несмотря на это, в рамках условий эксперимента я не продавал позиции и ничего не усреднял. Цель этого портфеля – проверить, какой результат может показать набор фундаментальных альтов, если их просто держать в рамках полугода. На сегодняшний день самая слабая позиция – это Solana, с просадкой порядка 20%. Эту монету я также не продаю и не усредняю. Такие манипуляции я провожу только в своих основных портфелях. Мой план – дождаться весны, после чего же подвести итоги и решить, оставлять все эти монеты в текущем состоянии или может быть все продать, деньги перевести в стейблкоины и использовать их для трейдинга. В целом, с учетом того, насколько сложно был четвертый квартал для всего крипторынка, текущий результат просто стабильный. Но стабильность – это тоже неплохо. Да, пока мы находимся в небольшом минусе и хотелось бы увидеть прибыль, но эксперимент есть экспериментом и будем смотреть за движением портфеля дальше. И, кстати, если у вас есть по нему отдельные вопросы или вопросы по вашим портфелям, пишите в комментариях. Подводя итог, важно понимать, что начало 2026 года четко показывает смену рыночного режима. Мы видим восстановление спроса биткоина, приток капитала через ETF, падение цен на нефть и рост защитных активов, которые сигнализируют о первых признаках возврата интереса к риску. Рынок перестает быть хаотичным и постепенно переходит в фазу, где движение определяется ликвидностью, а не паникой. Да, впереди остаются ключевые уровни и важное подтверждение по технике, но фундаментально условия выглядят заметно сильнее, чем в конце прошлого года. При сохранении текущей динамики у рынка есть все шансы продолжить рост и сформировать полноценный цикл в течение этого года. Со своей стороны я продолжаю придерживаться выбранной стратегии и наблюдать за всем происходящим, не реагируя на краткосрочный шум. Дальше будем смотреть, как рынок отрабатывает уровни и какие сектора начинают забирать ликвидность. Друзья, вам спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, переходите в Telegram, где выходят свежие новости, аналитика рынка, сделки, на которых мы с вами зарабатываем и много другой полезной информации. Нас впереди явно ждет интересный год, поэтому вместе за ним будем следить. Нам всем желаю как можно больше прибыли и удачи. До скорых встреч!